Дорогие друзья, дамы и господа, я продолжаю представлять историю разлученной вечной пары. В предыдущих эпизодах я рассказала о том, что вечная пара была разлучена вследствие какого-то проклятия. Описала, что это было за проклятие, почему оно было наложено на эту пару. Также я описала то, как это проклятие подействовало, в результате чего все-таки эта пара оказалась разлученной. А в этом эпизоде речь пойдет о невероятном парадоксальном действии этого проклятия, которое проявилось после той жизни, в которой эта пара была разлучена вследствие проклятия. Итак, сейчас я буду представлять невероятное парадоксальное действие проклятия. Итак, в этой истории я жена Асура, я вечная жена, и у меня есть вечный муж, мы с ним вечная пара. В одной из жизней мы были разлучены вследствие проклятия. Итак, закончилась та жизнь, в которой мы с моим вечным мужем были разлучены вследствие проклятия, что я должна быть одна без своего мужа, что у моего мужа не должно быть своих детей и что он должен в одиночестве доживать свою жизнь. Мы покинули тело, жизнь закончилась, и, оказавшись между жизнями, я стала его искать. Я кидала во все стороны Вселенной свой зов, как локатор, пускающий сигналы в космос. Я звала его: «Отзовись, приди». Мы же с ним вечная пара и всегда были неразлучны, всегда он отзывался. Но отклика не было. Он стал рождаться в ассурических мирах. У него уже была ассурическая природа, и мы с ним были в разных плоскостях и не могли соприкоснуться друг с другом. И тогда между жизнями, когда я была в полной безутешности от острого ощущения одиночества и покинутости, ко мне пришли какие-то могущественные личности. Там, между жизнями, они мне объяснили, что мы с моим вечным мужем никогда не будем вместе. Они мне как-то показали, каким он стал. Меня очень сильно потрясло то, кем он стал и что он делает в своих ассурических мирах. Это было совершенно неприемлемо для меня. У меня было полное отторжение от увиденной мной картины. И те могущественные личности, которые пришли ко мне между жизнями, предложили освободить меня от нашей с моим вечным мужем вечной связи. Они сказали, что в силах порвать нашу с ним неразрывную связь. И они предложили мне нового вечного мужа, причем на выбор. Я уже была готова согласиться на их предложение и уже даже рассматривала предлагаемые мне варианты, картинки и описания кандидатов на роль моего вечного мужа. Но проклятие мудреца, что я буду одна без своего мужа, подействовало на меня, причем совершенно парадоксальным, невероятным образом. И я отказала тем могущественным личностям. И я сказала им, что я принимаю свою судьбу, подчиняюсь велению времени, и что я не буду вмешиваться в ход событий. Я сказала, что не применяю своего мужа ни на какого другого мужчину, и что я не согласна рвать нашу с ним вечную связь. Я отказала им, несмотря на то, что мой вечный муж стал асуром, несмотря на то, что мы с ним никогда не будем вместе, и я буду всегда одна без своего мужа. Так, совершенно невероятным образом на самом деле подействовало проклятие, потому что я-то уже была готова согласиться, но проклятие подействовало на меня таким образом, что я отказалась от этого предложения, потому что, согласно проклятию, я не должна была быть со своим мужем. И именно при таком моем решении проклятие наилучшим образом могло быть реализовано. Потому что муж у меня был. Мы с ним продолжали быть вечной парой. Наша связь с ним не была порвана. И в то же время со мной его не было и не могло быть. Потому что он стал асуром. И под действием проклятия я, хотя уже сильно колебалась и уже была готова отказаться от своего мужа и была готова принять какого-то другого вечного мужа, уже рассматривала кандидатуры, я отказалась от этого шикарного предложения. Это оказалось очень большим благочестивым поступком, потому что мне было объяснено, что я вечная жена, и что для меня быть одной – это совершенно неестественное положение, предельно некомфортное положение. И что мне все-таки лучше быть женой, лучше быть с мужем, потому что это мое естественное, вечное положение, так как я вечная жена в духовном мире. Это моя сварупа, мое изначальное вечное положение. Под действием проклятия я отказалась от предложения обрести нового мужа и
Я проявила таким образом невероятную верность. И благодаря этому великому благочестивому поступку мне было даровано пребывание на высших райских планетах, где живут полубоги, существа высшего порядка, которые заслужили своими благочестивыми заслугами жить в высших мирах и вкушать там райские удовольствия. На этом данный эпизод я заканчиваю, но история на этом не заканчивается. И в следующем эпизоде я расскажу, что же было со мной на тех высших райских планетах. А на сегодня все. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Ставьте лайки, репостите, пишите комменты. До новых встреч, до новых эпизодов. Продолжение следует.